Так, нам прежде чем начать работать в Глово, нужно въехать в зону. Хорошо, кто живет вот прям в зоне. Проснулся, лежишь, смотришь, заказ пришел, быстренько побежал, сел в машину и поехал. Но нам надо сначала въехать в зону, а то будет нам красная година. Всем привет! Сегодня у нас продолжение челленджа. Вчера сделали 19 доставок. Всего у нас по плану 54. Сегодня мы не будем снимать полностью все доставки. Полностью все мы снимали вчера до обеда. Можете посмотреть, ссылку я оставлю в описании под видео. А сегодня будем снимать какие-нибудь интересные случаи. Так, ждем заказ. У нас вообще день сегодня, смотрите, запланирован вот с 11:30 и до 23. Ну, может, где-то здесь удалим какой-то слот и сделаем паузу. Вот смотрите, есть здесь такие еще бриллиантовые часы. Вот раз, два, три. Вот надо их обязательно поработать, чтобы рейтинг поднять. Это типа часы с наибольшей загруженностью, когда требуются курьеры. Типа ты помогаешь очень активно, Глово. Оп-оп-оп. О, первый заказ нам прилетел. Так, сейчас просто посмотрим откуда. Бедронка. Пивничка. Это значит какой-то... Ну, понятно, выходные, заказы из пивницы. Ну, в смысле, это алкогольное что-то будем вести. Старт. Так, я в заведении, сейчас глянем. Еще раз. Так, глянем, что у нас здесь. 22 банки пива. Заказ за наличку 90 злотых клиент должен заплатить. У нас и так 255. Короче, могут отключить из-за большого количества налички. Это не очень хорошо. В общем, сейчас заказ отнесем клиенту. План такой. Он дает 100 злотых. Я начинаю копаться в кармане, искать монеты. Он говорит, ладно, не ищи. И в итоге получаю 10 злотых чаевых. Посмотрим, сработает ли мой план. Сразу прилетел новый заказ, пока шел до машины. Начнем его и расскажу про тот заказ, который мы отвезли. Так, а что здесь? Экспресс-бедронка. В общем, заказ, который мы только что отдали с пивом. За этот заказ было нужно заплатить клиенту 82 злотых. Он мне просто дал 90 злотых, сказал, сдачи не нужно. И все. Так что у нас сегодня 8 злотых чаевых с первого заказа. Может, сегодня хороший день? По поводу заказов с алкоголем. Бывает такое, что клиент тебе может сказать, оставь заказ под дверью. Ну, так делать нельзя. Я не знаю, может, это Глово как-то может проверить. Ну, в общем, было у меня пару раз. Он говорит, оставь под дверью. Я говорю, что я не могу оставить под дверью, потому что нужно за заказ расписаться. То есть я должен как бы удостовериться, что это не дети заказали алкоголь. Только что пришло сообщение, что я приблизился к лимиту наличных. Вот у нас баланс наличных 337. Надеюсь, дадут какой-нибудь заказ, где нас разгрузят, что-нибудь мы купим, и у нас будет меньше наличных денег, чтобы нормально работать. Меня еще ни разу не отключали от платформы, но говорят, что если будет много наличных, могут просто отключить от платформы. А как на карту переводить, я, если честно, ни разу не переводил им. Эти наличные на карту, всегда наличные выводят мне вечером. Их становится меньше, и все в порядке. Следующий заказ называется «Что угодно». Как я и говорил, это, скорее всего, будет заказ за наличку, чтобы достать нашу наличку. Так, и здесь, смотрите, прикол какой. Вот есть только зеленый круг, а внутри зеленого, вот видите, а внутри зеленого круга желтый. То есть, получается, в одном здании, скорее всего. Вот Форт Воля. Так, куда едем? 12С. Приехали, просто обычный дом 12С. Нажмем, посмотрим, что здесь написано будет. Мышка компьютерова, 100 злотых. Кто-то мышку кому-то продает. Ну ладно, потом позвоню в квартиру. В общем, пришел я, открывает клиент и говорит, я хочу купить мышку. Я говорю, откуда? Надо сначала ехать в магазин, купить мышку, а потом привезти. Он говорит, ну, я не знаю, я просто заказал мышку, и уже второй курьер ко мне приехал и говорит, не знает, что делать. Получается, что здесь не указан пункт, откуда я должен купить мышку. Якобы я сам должен найти эту мышку и привезти ему. Ну, я так, конечно, делать не буду. Варианты какие? Я могу переназначить заказ, потерять одну попытку из 3 своих. И приедет третий курьер, переназначит, и так целый день будут переназначать. Второй вариант сейчас связаться с Глово, спасти этого третьего курьера, чтобы он сюда не ехал за бесплатно.
И третий вариант — позвонить клиенту и сказать, что нужно аннулировать заказ. В таком случае мне заплатят там 4 злотых, а он сможет сделать спокойно еще один заказ. Написал в поддержку. В общем, мне добавили пункт, из которого нужно забрать мышку. И вот наш заказ изменился. Стал стоить 16 злотых, короче, и надо ехать в Медиаэксперт в магазин. Так, позвоним клиенту, чтобы не волновался. Клиент не ответил, поэтому просто едем, купим мышку и отвезем его сюда, назад. Приехали в Воля Парк, большой торговый центр. Будем сейчас искать здесь, где мышка продается. Крутимся здесь, место ищем. Все стоянки заняты, просто негде стать. Там еще одна стоянка возле этого строительного магазина Касторама. Кастораме, а здесь вот, наверное, рядышком и Медиаэксперт, так что пошли вон там. Так, Кастораму вижу, а где Медиаэксперт? Едем на второй этаж. Взял я вот такую мышку за 99 злотых. Так, сейчас нужно найти кассу. Пока я ходил за мышкой, Медиаэксперт, мой любимый оператор, купил мне вот мороженое, кофе. Проблема в чем? Дальше возникла, что я не могу загрузить чек. Неактивна кнопка. В общем, пишу в чат. Ну, куда они пропали уже? Просят прислать фотографию через чат. Сейчас сделаем фотку. Так, фото отправил. Сейчас посмотрим, что изменится. Пока ничего не изменилось. Опять. И это время наше, время ожидания, никто не учитывает, я так понимаю. Вот потом проверим, учтут ли это там 20 минут наших, пока мы тут ходим, покупаем, добавляем. 6 километров, вот приехали наконец-таки. Кнопка до сих пор не активна, то есть я не могу нажать «Продукты получены». Соответственно, я не могу завершить заказ. Сейчас отдам мышку и буду опять связываться с техподдержкой, чтобы они мне завершили заказ. Закрыли наконец-таки заказ. Сумму пока не пересчитали, вот 14,59, хотя мы проехали до клиента, потом от клиента 6 километров в магазин и назад вернулись 6 километров. То есть должны добавить, ну, как минимум еще 15 злотых, и должно выйти 30. Мне говорят, что нужно написать об этом, то есть если я не напишу, значит никто ничего не добавит. Соответственно, заходим в связаться с поддержкой. Так, заработок, корректировка платежа, километраж. Выбираем заказ, который у нас был, вот этот заказ, и сюда пишем отлеглость до клиента. Ну, сейчас напишем. В итоге потрачено 1 час 40 минут. Конечно, это невыгодно, поэтому не рекомендую брать заказы что угодно. Если что-то непонятное, лучше сразу переназначить и спокойно работать дальше. Ну, есть один и хороший плюс. Мне дали напивок. Напивок — это чаевые. 25 злотых. Так что клиент попался хороший. Оценил, что я выполнил его заказ. Ну и, соответственно, компенсировал мне мое потраченное время. Пересчитали мой заказ, но не добавили расстояние, а откорректировали. Просто бонусом добавили бонус вот 2. Хотя, конечно, должно было получиться плюс 10 километров. Это где-то 30 злотых, а не 22. Но учитывая то, что клиент мне заплатил 25, все окей, едем дальше. Смотрите, прикол еще. Прилетело 5 злотых чаевых. То есть он и так 25 дал. И еще 5 потом закинул, наверное, мышку включил. Мышка классная. Сделали несколько обычных заказов. И вот попался опять заказ что угодно. Так как у нас еще 167 злотых на счету. Наверное, надо что-то купить. Аптека. А, в аптеке нормально. В принципе, давай съездим в аптеку. 2 минуты ехать. Заказ из аптеки забрал. Ну, аптеки обычно быстро. Прилетел заказ. Заказ двойной. Давно уже не получали двойных заказов. Вот. В одну сторону везти. Правда, попадем в центр города и будем оттуда уезжать. Аушан. Да, надо отсюда уезжать из центра. Так, двойной заказ отвез. Смотрите, сколько заплатили. 28, получается, заплатили. По двойному заказу какая плата идет? Вот 3,5 это за первый заказ. И доплата 2,5 злотых за второй заказ. Ну, плюс дистанция.
И плюс бонус 1,47 за то, что там вода была. Ну, в общем, тяжелый заказ. Сделали мы, получается, на данный момент 12 заказов. Вот у нас по челленджу 31 выходит. Сейчас еще один сделаем заказик. И у нас первых 100 злотых по челленджу уже будет. Но мы этот заказ, который нам дали, сейчас не будем делать, потому что находимся мы в центре. А тут вообще парковок нету, никаких парковок нету. И ехать сейчас в Макдональдс Варшава Центрум, там негде стать, поэтому поедем на периферию. Так что этот заказ отменяем. Это заказ вообще для велосипедистов. Тут рядышком проехаться, заскочил, взял переназначение. Переназначить. Готово. Ну, здания красивые, конечно. Такие каменные такие. Да? Но я как только их вижу издалека, все, я сразу думаю, все, давай назад туда, в наш район, где маленькие здания. Забрал заказик, вот красивый. Тюльпанчики. В бедронку, короче, за час сделали 4 заказа. Сначала дали двойной заказ, вот за каждый по 5 злотых получается. Ну, там вести было рядышком. А потом дали заказ большой. Я вызвал помощь, 2 курьера. Отвез заказ. И мне дали опять же мой же заказ на помощь. То есть приехал за еще одной частью заказа сам. Еще раз отвез. Ну и в итоге тут за час. Конечно, ничего не заработали почти, да? Ну, но зато для челленджа 4 заказа есть. Ну, хотя как ничего. Если сложить эти маленькие заказы, получается тут 23, даже 24. И еще по челленджу, учитывая, что мы топливо практически не потратили, где-то 14, 24 плюс 14, 38. 38 за час мы заработали. Нормально тогда. Подведем итоги дня. Закончили мы работу. Сейчас 22:30. Получается, мы работали 11 часов. Из этих 11 часов с утра занимались ерундой, как помните. Вот, сколько у нас заказов получилось в итоге? 18 заказов. Вот 37 в общем за 2 дня. Это у нас идет челлендж. Я думаю, завтра мы 54 заказа сделаем. То есть нам останется 17 заказов. Сколько мы заработали? Так, значит, за сегодня вот 248. 7 злотых это прилетели чаевые по безналу, ну, по карточке. И еще 25 нам заплатили, плюс 9. 34 злотых чаевых наличными. Ну, то есть до 300 злотых не дотянули немножко. 280, да? 280. Вот такая вот работа курьера. Завтра сделаем челлендж, запишем новое видео. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и всего хорошего.